20-й, наконец. Из последних новостей я выделю ключевое. Вайп перенесли на 23 сентября. Еще почти целую неделю никто не будет заходить на сервера, и буду там ездить я и 1,5 человека, тестируя разные штуки с синтезом. Как сказано в статье, последние 2 месяца они работали над боевой системой и практически полностью переработали ее. Были переработаны почти все способности в игре для всех героев и всех мобов. Они приняли то, что боевая система Корпанка была не самая приятная, мягко говоря. О чем я ныл еще с первой альфы и часто упоминал об этом в последующих. Но теперь они уверяют, что могут продемонстрировать по-настоящему хорошую систему с идеальной тактильной отдачей и отзывчивостью. На старте после вайпа мы это с вами ощутим. Следующее, над чем они работали, это квестовая система. Была переработана большая часть квестов. Цели, направления, награды, сюжетное повествование. Теперь игроки смогут использовать квесты в игре как один из способов исследовать игровой мир. Повышать уровень, улучшать свое оборудование, знакомиться с игровой механикой и отлично проводить время. Далее, о чем указывается, новая зона 20 уровня – степи. Новые монстры, новые ресурсы для крафта – это 3 предметов. Касаемо дюпов и их долгого фикса, они ответили, что специально отложили исправление этой проблемы. Это давало игрокам возможность изучать контент. Помимо всего прочего, ведется работа и над новыми персонажами. Многое из этого уже готово. Анимации, специализации, эффекты. Сейчас они пытаются все это грамотно собрать и внедрить в игру. Следующим масштабным изменением будет добавление режима PvP, PvE с экстракшн механикой. Другими словами, как Тарков или Dark and Darker. Будет остров, будет много лута и PvP, PvE. Вы либо потеряете все, либо много чего залутаете. Выход для всех один, но скорее всего добавит еще. На остров можно попасть как одному, так и группой. Это весьма неожиданное дополнение для проекта, который позиционирует себя как ММО. Я был жутко рад таким механикам. И раз уже зашла об этом речь, то можно рассмотреть их другие амбициозные идеи, которые меня приятно шокировали. Ветки пассивных талантов получат несколько улучшений. Каждая пассивная ветвь откроет рецепт особых расходуемых предметов, связанных с ее стилем игры при выборе таланта 5 уровня. Например, ветка Медик позволит создавать бинты для заживления ран. О, нифига! Вот это уже прикольно. В то время как ветка Воин будет создавать точильные камни для оружия ближнего боя и так далее. Это уже напоминает немножко из Вова. Прикольно. Так, точильные камни. Вот, увеличивает автоатаку на 1%, damage от spell power, или weapon damage, или пенетра увеличивает. А Blood War Paint, basic attacks. Ух ты, прикольно, автоатаки, есть шанс, что ты зафиришь кого-то на 0,5 или на 1,5 секунды. Это сильно. С каждой автоатакой. Процент, конечно, невелик, типа до 4%, если добить фиолетовый, кидать на себя. Увеличивает damage ваших союзников. А, он ставит флаг, и союзники в зоне все наносят повышенный урон. God damn, это прикольно. Да, короче, новости по Корпанкичу меня прям вообще обрадовали. И самый первый абзац по поводу боевки и ее отзывчивости. Это с самого начала меня очень беспокоило, и тут они это применяют. Собираются в течение 2 недель это изменить, чтобы было все круто, здорово, задорно. Отзывчивость и тактильная обратная связь. Боевая связь. О, 100 стаков по 0,5, 1 или 1,5% возвращаются в виде физического дэмэджа обратно атакующему или делают ауру на 10 минут. Ближайшие враги получают 0,2, 0,3, 0,5% в секунду или рефлектят атаку мобов, или рефлектят атаку моба как 1, 2, 3% от твоего армора как физический дэмэдж. Боже, столько накрутили, конечно, но вот это выглядит немножко оверсильно. Magic Armor Spike. 100 стаков будут рефлектить 0,5, 1, 1,5 входящего спелл дэмэджа обратно атакеру. Magic Barrier Kit убирает каждый стак с хитом, дает 5, 10, 15 Magic Resist или увеличивает Magic Resist индикатор на 10% от всех артефактов, которые имеют армор значение. Это Magic Resist, это у нас армор. Окей. Hunter. Invisible Trap. Stops. Трэпы появляются. А я все думал, недавно, кстати, задумался, почему нет у хантеров трап? Типа в Вове есть, там где еще, где-то еще, наверное, есть. Вот, окей. Теперь у хантов будут трапы. Не знаю, каким образом они будут их применять. На F1, F2, 3, наверное, да? Здорово, одобряю. Это вообще балдеж. Ханты у нас были и так слабые, правда, которые наносили по 1500 скрита. Чего вы, нет? Не добавить им еще и трапу. Их и так догнать невозможно, в принципе. Ладно, я надеюсь, там как-то забустят и других персонажей. Явный буст хантера. Криплинг трэп.
Получает эффект кровотечения, накладывается 10, 15, 20% на 20 секунд. Короче, ставится какой-то трофей, и мобы не будут агрессировать. Или я не знаю даже, для кого это вообще сделано. Просто, может, если ты хочешь кусты пособирать в твоей локе с пачками мобов, то да, тогда, наверное, нормально. Увеличивает атак спид на 5% и уменьшает атак спид противника на 5%. Так, призывает Campfire 50, 75, 100% на 20 секунд. Slow Trap 50, 75, 100% на 20 секунд. Что 100%? Я так понимаю, что он замедляет. Готовим подземелье. Они предназначены для выполнения как в группе, так и в одиночку. В этих подземельях вы столкнетесь с мобами и боссами из соответствующих биомов и сможете сражаться с ними в контролируемых условиях. Награда за прохождение подземелья будет зависеть от скорости и эффективности вашей зачистки. Позже мы добавим в подземелье систему аффиксов, позволяющую варьировать сложность при прохождении. Чем сложнее комбинация аффиксов, тем лучше добыча. Это дополнительные сложности в данже, которые вас будут типа сопровождать. Например, в Тарисленде была такая тема: во время прохождения данжа у вас появляются какие-то два шара, которые через 5 секунд соединятся, и произойдет огромный взрыв, который нанесет кучу урона. И если стать между этими шарами, то при прикосновении они нанесут меньший урон. Или что-то там такое было. Поля боя. Мы планируем добавить 2 поля боя в раннем доступе или сразу после его старта. Одна карта будет играться путем захвата и удержания 5 очков и рассчитана на 12 на 12 игроков. Команда, набравшая наибольшее количество очков в конце матча, побеждает и получает награду. Второе поле боя проходит в формате захвата флага 10 на 10 игроков. Цель проста. Побеждает команда, первая набравшая 3 очка, игроки будут получать опыт, честь и награды за участие в боях. Кроме того, мы часто получаем вопросы о карте, которая следует стандартным правилам жанра изометрической моба с 3 линиями. Игрокам, безусловно, было бы интересно попробовать такой режим в новой игре, такой как Корпанк. Лига Легенд просто в Корпанке ошалеть. Я не верю, что это сейчас происходит. Мы планируем ввести такое поле боя после запуска раннего доступа, но сначала мы хотим выпустить больше героев. Я не верю, я просто не верю. Они столько режимов вводят: 12 на 12, 10 на 10. Еще будет, наверняка будут аренки 1 на 1, 3 на 3, 2 на 2. И плюс моба. Амбиции этим людям не занимать. Да ты что? Уф, ну у меня сейчас инсульт жоп. Так, после выхода в ранний доступ мы будем активно шлифовать и готовиться к выходу Бастиона. Бастион — последняя линия обороны между Долиной Грехов и Королевством Илан. Его защитники, неукротимые лайтбриджеры, держат оборону на протяжении десятилетий. В Бастионе игроки найдут вход в ПВЕ подземелье, которое открывает режим защиты башни. Это подземелье предназначено для группы, потребует от вас отбиваться от волн врагов, включая боссов. При этом собирать ресурсы у поверженных врагов и ремонтировать крепостные стены и башни во время перерывов. Прикольно, это то, что в New World было тоже. Защиты от волн. Окей. Damn. Офигеть. Это же круто. Можно будет просто пойти с друзьями почилить, например. Надоело гриндить, правда? Надоело ходить на Энви там или что-то еще, или ты хочешь разнообразить свой геймплей? Бум-бим-бам, позвал типов. Пошлите в пати, покатаем 5 на 5. То, что появится дальше: защитник, десантник, снайпер, берсерк, пиромант, колдун. Колдун — это варлок. Особенно очень надеюсь по поводу вот этого пункта. Это очень надо. Это гораздо важнее, чем все ниже указанное. Про вайп что-то пишут? Написали, что... Осталось только надеяться, что все их анонсы будут реализованы и не создадут еще более критичные баги. Для меня пока это выглядит как идеальный набор жанров. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо тем, кто юзает мою реферальную ссылку и поддерживает такого ноунейма, как я. Было неожиданно. На этом все.